Слова. Бедный ребенок родился глухонемым. Это ваш родной брат или двоюродный? Пожалуйста, дайте мне карточку, меню. Предложить. Иметь что-либо против. За это придется заплатить отдельно. Успехи. Они сбежали по склону горы. Старайтесь писать более четко. Поклонение героям. В этом году мы предполагаем значительно увеличить выпуск тракторов. Войдите потихоньку, чтоб никого не разбудить. Он, в свою очередь, представил ряд возражений. Яблочко от яблони недалеко падает. Быть знакомым. Вежливый. Регулирование. Сопротивляться. Я взвесился после болезни и оказалось, что я потерял 5 кило. Наш городок далеко от центра. На всех парах. К какому профсоюзу вы принадлежите? Вы смело можете взяться за эту работу. Слава Богу, подул прохладный ветерок. Спросите вон у той гражданки. Это мое любимое блюдо. Дети сами разбили сад перед школой. Дюна. Эта машина не наша, это их. Реальная зарплата. Я пропустил 2 последних урока. Еще 2 сеанса, и портрет будет окончен. Они поехали на охоту. Мы его ждем с часу по час. Это была высокая честь получить орден Суворова. Репутация. При вираже он накренил самолет. У меня срочная работа. Он играет на рояле, без всякого чувства. Я не могу найти следа этой сделки в наших архивах. Тряхнуть. Мероприятие. По крайней мере, он был вежлив с нами. Реальная заработная плата у нас повышается. Раз начали рассказывать, то уж продолжайте. Они весь день укладывали дрова. Я от вас этого не ожидал. Он отсюда давно съехал. Что-то. Она купила полштуки полотна. 70-й. И. Где в этом поезде спальный вагон? Эта книга была изъята из школьных библиотек по моральным соображениям. Настрой братьев. 11. Глупый. Имущество. Раздастся. Сверхурочно. Часть экспедиции отправилась на север, другая — на юг. Ну, знаете, это палка о 2 концах. Она пишет для ежемесячника. В этой деревне пришлось строить заново чуть ли не все избы. Он знает это лучше, чем кто-либо другой. Вы получили сдачу со 100 рублей. Свое. Зарплата. Отечественный. Я с тревогой жду его звонка. Эту рыбу уже почистили на рынке. Кадетский корпус. Артель. Возразить. Ответ. При мне во главе этого учреждения стоял другой человек. Соблюдайте правила уличного движения. Посчитать. Ответственность. Техникум. Потяните скатерть немного в вашу сторону. На веру. Боты. Это любимая книга ребят. Француз. Сытый голодного не разумеет. Я стоял у кассы 3-м в очереди. Заметьте себе номер дома. За примером ходить недалеко. Я его знал, да, я его очень хорошо знал. Они обыскали весь дом, но не нашли никаких улик. Эта еда слишком острая. Наш завод производит автомобили. Здесь продается готовое платье. По получении телеграммы он немедленно уехал. Обыкновенно, в это время реки у нас уже замерзают. Возможно.
накладывать. Кто из них швырял камнями в наш сад? Программа работ съезда уже опубликована. Видный. Дождь перестал. Все это нужно было шить на руках. Кто у вас просматривает рукописи? Держать. Я думаю, что урожайность можно поднять еще выше. Черника, голубика. Отвяжитесь. Ума не приложить. Повести. В мои годы работать на фабрике трудно. Он смеется от всей души. Пожалуйста, оставьте меня на некоторое время в покое. В этой комнате двуспальная кровать. Докладчик развернул огромную программу строительства. Он очень непосредственный человек. Он, верно, уже давно тягу дал. Поезд перевели на запасной путь. Сложите сухие листья в тачку. Доставить. Его арестовали за взятку. Моя мать ведет хозяйство очень экономно. Встаньте со стула. Вы знаете, чем это пахнет? Это, по-моему, центральный вопрос. Когда проносили флаг, они обнажили головы. Переодеваться. Новолуние. Производственную одежду нам выдает завод. Воздушный. Когда его вытащили из-под развалин, он еще дышал. Игра кончилась в ничью. Этот хлеб был испечен сегодня утром. Сани. Дезинфицирующие средства. Как тут грязно. Он стоял подле меня. Вид на жительство. Сколько можно сэкономить, если купить это в кооперативе? Давайте обменяемся местами. Он совсем впал в детство. У меня не хватило мужества сказать ей всю правду. Разрешьте это пополам. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Он хорошо справился с положением. Он очень скромен, когда речь заходит о его достижениях. Рельсы выделывают на одном из местных заводов. Лишать. Пустяки. Денег у нас, кот наплакал. Он очень взволнован, завтра в первый раз в школу идет. Симфония. Пришли они к какому-нибудь решению? Пройдет несколько месяцев, пока его рана заживет. Этот поступок говорит в его пользу. Пропустить через. Она прекрасно выбрала момент для своего появления. Когда это вы нашли время писать? Сварите нам, пожалуйста, суп с лапшой. Лезть. Не надевайте пальто, сегодня тепло. Глаз. Развести. Владение. Пристально глядеть. Слоновая кость. Попросить. Вот так дело. Нечего сказать. Он не мог разобрать, что было написано на вывеске. Вы это серьезно говорите? Я решил непременно дождаться прихода поезда. Не в пример многим матерям, она знает недостатки своего сына. С этого пункта вы можете видеть все поле. Отвалиться. Пара. Работа у нас идет усиленным темпом. Я собирался пойти с ними, но передумал. Что это вам так загорелось ехать? Ужасный. Я все ломаю себе голову, как найти место для вас всех в этой маленькой квартире. Его грубое замечание меня взорвало. Если вы дорожите своим добрым именем, не делайте этого. Известны уже результаты выборов. Именно. Вы считаете это существенным? Осведомлять. Игра не стоит свеч. Паровоз развел пары. У меня противно щекочет в горле. Я никогда о нем не слышал. Поездка доставила нам массу удовольствия. Гадать. Этот грузовик чуть-чуть не переехал мальчика,
На улице. Посылка. Он не в своем уме. Борошковый. Он ни днем, ни ночью не знает отдыха. В квадратной миле 640 акров. Бекон, или Бекон. Его перевели в палату для выздоравливающих. Они получили большую прибыль. Вы можете внести улучшения в мое предложение? Ливень. Все лица, причастные к этому делу, должны явиться в суд. Наказать. Мы привыкли все делить поровну. В пределах города быстрая езда воспрещается. Он не член партии, а из тех, кого называют попутчиком. Оранжевый. У нас бывают и устные, и письменные экзамены. У вас на рукаве волос. Я вам сейчас расскажу. Это вышло так. Буфетчица. Тут автомобиль проезжал. Видите след шин? Спуск. Смотрите сколько угодно, но не трогайте. 1000. Она обегала уже почти все магазины в городе. Звук выстрела эхом разнесся по холмам. Я не маленький, сам понимаю. Какой номер башмаков вы носите? Вы были в театре вчера вечером? Комиссариат земледелия только сейчас послал инструкцию на места. У него тяжелая походка. Самовар на столе, идем чай пить. Она очень быстро работает. Дух. Салат, латук. Мы никогда не забудем подвигов нашей армии. Я проверил часы по радио. Он уже 2 года изучает русский язык. Он славный малый. Коробка. Я чудом поспел на поезд. Я очень тронут тем, что вы говорите. Ну, расскажите, что было дальше. Вы должны иметь здесь постоянное место жительства, прежде чем получите право голосовать. Проезд закрыт. Давайте начнем новую бутылку. Сойти. Она недурно рисует. Они никогда заранее не знают, где они будут через месяц. Случай. Вы, по-видимому, не понимаете, что тут происходит. Я никак не могу утолить свой жажду. Ваш черед угощать. Я обзавелся здесь полным хозяйством. Обопритесь о меня. Агрессор. Быть в восторге. Я сейчас вычищу печку и затоплю. Вы меня поставили в невозможное положение. Весовщик. Сколько весу в этом мешке? Я не умею ориентироваться. Какой сейчас курс франка? Мне надо идти сейчас, чтобы попасть на поезд. 1000 или 100 раз. Бранить. Его поведение было безупречно. Что случилось? Мы сегодня переезжаем на новую квартиру. В докладе факты изложены очень ясно. Я думаю, что вы не правы. Спасательный пояс. А не будет ли какой закуски? Где это вы целый день путешествовали? Скажите дантисту, чтобы он вам поставил золотую коронку на этот зуб. Предупредите заблаговременно о вашем уходе с работы. О всяком несчастном случае уведомляйте управляющего. Защищать. Когда вы могли бы начать работать? Съесть. Будьте добры проветрить мою комнату, пока меня не будет. Он мне только что признался в любви. Правильный. Отплатить. Пожалуйста, зажгите свет, а то я ничего не вижу. Мило. В этой семье нас встретили очень сердечно. Улыбаться. Слушайтесь меня, вы мне за это еще спасибо скажете. Мы декорируем витрины магазина по вечерам. Этажерка. Что это за дерево? Вам нужно официальное разрешение на поездку.
Вычащать. Моя мать – писательница. Доска. Я не позволю ему говорить такие вещи. Никто иной на это не способен. Выключатель. Испорченный. Хотите чаю? Да, пожалуйста. Скирда. Сдать на хранение. Туман быстро рассеялся. Мне нынешний обычай больше нравится. Нахал. Вы знаете здешнее правило уличного движения. Гонорар. Купальное полотенце. Чистый. За то время, что я здесь, мой костюм очень загрязнился. Он терпеливо повторил свое объяснение. В этом романе изображается жизнь до революции. Удаться. Мне надоело менять свои планы всякий раз, что вам взбредет в голову что-нибудь новое. Это мне напоминает одну историю. Ну, какова новая работница? Молодец. Ударница. Больной провел беспокойную ночь. Мышьяк. Он, правда, сыграл с нами гадкую шутку. Педагогический совет. Армия. Каток. Когда мы своей семьей, мы едим в кухне. Нам нужны все эти стулья и, кроме того, еще 2. Вам одной этого не снести, дайте я вам помогу. Давайте сделаем обмен. Или, давайте меняться. Мы ехали по грязной дороге. Заблуждаться. Он очень гордится своим садом. Он отвечает всем требованиям для этой работы. Райсовет. В этой гостинице жильцам не позволяют держать ни кошек, ни собак. Отправлять. В этом магазине лучший в городе выбор шляп. По-домашнему. Выучите только то, что напечатано жирным шрифтом. Искоренить. Сохраняйте хладнокровие. Снять допрос. Ну и костюм. Я в нем как чучело гороховое. Можно подумать, что он очень занят. Неприятелю пришлось снять осаду с города. Тема. Лозунг. Мне бы тоже хотелось приносить пользу Родине. Вы член Союза. Необходимо. Она кинула на меня неодобрительный взгляд. Пожалуйста, заверните этот пакет получше, это подарок. Это была счастливая полоса в его жизни. Поверьте мне, человеческий организм сам отлично разбирается в том, что ему полезно, что вредно. Несчастье. Сбитый. Я изучал коммерческую корреспонденцию, и английскую, и русскую. Какао. Сшить. Эта песня будет забыта после войны. Вы согласны взять такую опасную работу? Нам не раз приходилось смотреть смерти в глаза. Это сделано из свинца. Я выписал несколько полезных указаний по садоводству. Ну, побрите линии, идем гулять. Окна наглухо заколочены. Вот ваша кепка, слепая вы курица. Я не успел утром почистить ботинки. Запишите основные пункты. Доказательства. Жесткий. Мой нервы этого не выдерживают. 5 человек из моего выпуска стали врачами. Это мясо слишком жирное. Если бы в партии не было раскола перед самыми выборами, мы бы победили. Он обычно обходит этот вопрос молчанием. Последние годы он жил припеваючи. Хлеб у нас с серпами больше не жнут. Подружиться. Ну, как? Медицинское исследование дало отрицательный результат? Блузка. Дети от испуга сбились в кучу. Автобусом туда можно быстро проехать. Уговорить. У нашего треста есть контора в Москве. Я отберу для вас самые крупные яйца. Копать.
называть. Он сделает это только, если ему это будет выгодно. Быть похожим. Они подписали контракт на наем дома. Он не вылезает из долгов. Торопись, не торопись, скорее скорого не сделаешь. Утонуть. Он произнес эту речь в 25-ю годовщину октября. Не пилите меня, я знаю, что я не прав. Новый учитель задает слишком много уроков. Выплатить. Я простоял тут 20 минут. Он хорошо сделал свою работу. Мы запросили завод, где он работал, и получили о нем хороший отзыв. Никто вам этого не приказывал. Папо. Теперь мы застряли. Ни туда, ни сюда. Эта гостиница расположена в центре города, вблизи от магазинов. Похожий. Он поднялся со стула. Он много раз пытался с ней заговорить. Столб. Что это за гора? Он доказал свою добросовестность. Возьмите с собой провизии на 3 суток. Парашютист. Туда можно поехать дачным поездом. Вот вам черновой набросок моей речи. Чугунный. Мы с ним познакомились случайно. Он малолетний и сам решать не может. Он всегда хотел быть писателем. По душам. Какого пола этот щенок? Нынешнее лето жаркое. Их материальные обстоятельства никогда не были особенно хороши. Вот не ожидал, что дело так повернется. Профессор наверняка провалит ее на экзамене. Мы уже скосили весь лук. Вы их друг? Это меня перестало волновать. Каковы результаты ваших опытов? Обратитесь в контору заведующего за этой справкой. Натерпелись мы страху, когда нашу лодку перевернуло. Ни за что. Брусок. Сломать? Он просто губит эту музыку. А куда тут можно вылить воду? Она ест только сырые овощи. Где бы смолчать, а он сейчас в драку. Выбросьте это в помойное ведро. Вот еще, стану я с ним разговаривать. Он сказал, что хотел бы на ней жениться. Свекловичная плантация. Карминный фонарь. У нас на заводе работа хорошо организована. Цены на кофе на рынке падают. После. Дети пошли в лес по ягоды. Мне об этом ни слова не сказали. Давайте теперь нарежем торт. Я встретил его случайно. Это дело вот-вот должно решиться, и так тянется уже несколько недель. И охота вам слушать всякую ерунду. Указать знаком. Хотите, сразимся в шахматы? Он студент Московского университета. Они готовили на газовой плите. Выбросить. У нас заел тормоз в машине, и чуть было не произошла катастрофа. Его странное поведение возбудило мое подозрение. Остерегайтесь воров. Куда ни шло, поедем сегодня. Вы его вводите в заблуждение. Вам незачем делать того, чего вы не хотите. Это остроумие невысокого сорта. Я не согласен с их теперешней политикой. Отдайте ему эти деньги, и дело с концом. Вам нужно познакомиться с правилами внутреннего распорядка нашего завода. Неужели вы думаете, что я этому поверю? Позвать. Спасибо, я чувствую себя хорошо. С тех пор, как он начал пить, он больше собой не владеет. Я порвал себе штанину. Тут ни с кем душу отвести. Вы ни о чем не догадываетесь? Этот город был основан 200 лет тому назад. Мы рассчитываем на увеличение государственных доходов в этом году. На дворе холодно. Похлопотать.
По различным соображениям, я предпочитаю туда не ходить. Похвала. Не бойтесь, собака не кусается. Это мой старший брат. Кисель. Я не успею повидаться с ним перед отъездом. Выдавать. Грудь. Ветряная мельница. Идите через мост. Смотрите, какой храбрый. Он готов загладить свою ошибку. Зима в этом году что-то затягивается. Мы думали, что мы напали на след. В этот музей по воскресеньям вход бесплатный. Это рекомендательное письмо даст мне возможность получить новую работу. У меня есть для вас пара шерстяных перчаток. По правде сказать. Помолчать. Вы можете послать доктору гонорар по почте. Такая жара недолго держится. Во весь опор. Эти страны поддерживали мирные отношения в течение 20 лет. Нам здесь все больше и больше нравится. Сожалеть. Умерить. В нем есть подлые черты. Мы быстро осваиваем север. В этом киоске продаются прохладительные напитки. Велодром. Мы пришли, когда парад уже начался. Моя лошадь пришла последней. Осветить. Где моя шапка? Я ее не видал. Я регулярно читаю несколько спортивных изданий. Губернатор. Это вы остроумно придумали. Верховный Совет СССР состоит из 2 палат. Утренний. Происшествие. С жилплощадью у нас слабовато. Я американский гражданин. Грабитель привязал ночного сторожа к стулу. Придерживайтесь оригинала. Нечего сказать, хорошо вы обращаетесь с друзьями. Прокурор. Бросьте ему кровь портить. Какая замечательная энергия для человека такого возраста. Вам придется лично прописаться в милиции. Когда я вас снова увижу, мы будем ехать вслед за вашей машиной. Он выиграл гонки на 1 секунду. Проза. Как-нибудь. Ожидание. Он служил в артиллерии. Баллотироваться. На показ. Сборы. Соусняк. Кофе. Желательный. Если вы его во время не одернете, он вам на голову сядет. Игра кончилась общей свалкой. Хорошо бы под этот дом подвести каменный фундамент. Вбейте еще 1 колышек вот сюда. Ее живость и естественность заставляют забывать, что она некрасива. Запечатывать. Мне что-то нехорошо, верно, съел что-нибудь. Все эти вещи только для моего личного употребления. Так много, столько. Парад. Справьтесь об этом в управлении делами. У вас гребень падает, гражданочка. А не рискнуть ли нам еще раз? Труба течет в стыке. Придираться. Это правда, что он член Конгресса Соединенных Штатов? Возьмите стул, садитесь поближе и мы потолкуем. 7. Доступный. Председатель. Безусловная сдача. Ни на какие другие условия мы не пойдем. Кататься на салазках. Он в своей жизни немало добра сделал. Кавалерия пустила в ход холодное оружие. Благодарим судьбу за то, что это так случилось. Вот так и. Кусать. Изучить. Вопреки. Поезд с грохотом промчался через мост. Мать, медицинский персонал. Она целый день как белка в колесе кружится. Многие годы он был моим компаньоном. Вы, я вижу, тут настоящий бал задали. Он ушел из общественной жизни.
Это нелегко пережить. Пароход был набит сотнями людей. Есть у вас ценные вещи, которые подлежат пошлине. Кто вас регистрирует вновь поступающих? Найдется у вас чистый лист бумаги и конверт? Ну, поворачивайтесь. Бабушка. Бросьте вишневые косточки в помойное ведро. Откройте окно, здесь дышать нечем. Мы просто даем им полную свободу. Как его ни ругай, ему все нипочем. Дать дорогу, пропустить. Совершенно. Борода. Вначале. Вы удивлены, что я пришел. Присмыкаться. Я, кажется, истощил все свои доводы. Зачем прислушиваться к этим разговорам? Удивительно, что вы вообще сюда попали. Ребята сегодня вечером играют в покер. Есть у вас деньги? Ей всего 30 лет, а она уже совсем седая. Сверьте, пожалуйста, эту копию с оригиналом. Связать. Возьмите пирожок к супу. Вас вызывают в отделение милиции. Остались только входные билеты. Он угодил прямо в лужу. Помочь. Пересекать. Новый директор вступил в исполнение своих обязанностей. Я его ежедневно встречаю на работе. Они обыскали решительно все, но кольца и не нашли. Дорогому гостю честь и место. Телефонист. Добровольный. Целый день. Успокоить. Не беспокойтесь, я одним духом слетаю. Я учусь писать на машинке. Когда певица сошла на берег, она была просто смята толпой своих поклонников. Медь. Милиция в конце концов раскрыла это преступление. Наводить красоту. Этот закон касается только иностранцев. Прогонять. Передайте ему от меня привет. Постарайтесь объяснить ему его ошибку, не задевая его самолюбие. Он грозится, что подаст на них в суд. Злоба. Снесите, пожалуйста, мой багаж вниз. Задержите его на минуту, я сейчас вернусь. Начнем с супа. Мне про вас такое говорили. Дитя. Город лежит в долине между двумя горами. Поспешите, а то мы опоздаем. Что вы хотите вместо этого? Парикмахерша. Он прошел через зал так быстро, что я не мог с ним заговорить. Он вечно строит рожи и смешит весь класс. Гитара. Цветная капуста. Поздняя. Наизусть. Не в характере. Она приезжает 2 сентября. Позолоченный. Вы знакомы с моим братом? Я поймал на крючок большую рыбу. Я получил разрешение уйти рано. Злоупотреблять. Ему не удалось достичь цели. Я собираюсь идти немедленно. Поклонитесь ему от меня. Полиция получила распоряжение быть наготове на случай беспорядков. Они сеют много пшеницы. Он помчался на угол отправить письмо. Мир. Книжный шкаф. Доказывать. Гет водил нашу группу по музею. Он никогда не нуждался. Преподавание. Комары нас здесь одолели. Превосходно. Значит, можно ехать. Вы должны уметь владеть своими чувствами. Воевать. Разве вас плохо, кормили? Посоветуйтесь с ним, он человек бывалый. Не обижайтесь. Изо дня в день мы делаем одно и то же. Ему невероятно везет. Преследовать. Вам будет трудно получить комнату с пансионом. Он ужасно кричал на сына.
Эта статья еще совсем сырая, над ней надо поработать. Вам надо жить в более мягком климате. Я сделал это добровольно. Меня никто не заставлял. Пожалуйста, подайте письменное заявление. Рубашка. Я всегда стараюсь быть в курсе текущих событий. Для этой работы нужны специальные знания. Он уже выздоровел и ждет выписки из больницы. Возобновить. Согнуть. Охладеть. Проходить. Была уже утренняя почта? Пиджак мне немного широк. Вы можете получить по этому чеку в местном филиале Газбанка. Болезнь приобретает характер эпидемии. Весна в этом году пришла дружная. Вы хорошо выглядите. Нам нужны хористы для второго голоса. Он только что ушел. Здоровый. Использовать. Это была только мнимая опасность. Они пошли рыбу удить. Он пороха не выдумает. Химик. Наконец-то мы остались вдвоем. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Отложите эти книги для меня. Выиграть. Электрический звонок у нас не действует. Свобода стачек. Можно вас на пару слов? Рукава слишком короткие, их надо удлинить. Пойдемте в кино здесь за углом. Он сел на лошадь и ускакал. Веду. Изложите вашу просьбу письменно. 5. Французский ключ. Шум поезда замер вдали. От души желаю вам счастья. Наши паспорта уже проверены. Есть у вас почтовые марки. Он ниже среднего уровня своего класса. Я бы, на вашем месте, не стал терпеть такого безобразия. Этому налогу подлежит только доход в 1500 рублей выше. Я очень ценю вашу дружбу. Где тут можно достать лошадь? Заслоняйте глаза от этого резкого света. Для этой комнаты нужен ковер размером 9 на 12. Еще раз. Он сидел на верхушке лестницы. От этой спешки у меня голова идет кругом. Мы были в выигрыше, когда я поскользнулся и ушиб себе ногу. Ее выговор разница от общепринятого. Оставшуюся посуду уложите в ящик. В этой стране население распределено неравномерно. У нее косой разрез глаз. Мне больно вздохнуть. Сюда снизу не доносится никакого шума. Записать вас в очередь на билет. Подарите мне на память вашу карточку. Он старался уговорить ее пойти. Почему вы просите меня шпионить за ними? Он агент Нью-Йоркского страхового общества. Он был приговорен к смерти. Кровоточить. Судья поддержал возражение правозаступника. Русский. Приветливо. Он здесь играет первую скрипку. Пропускная бумага. Прежний. Корзинка. Жениться. Не дать, не взять. Его посадили. Туда ему и дорога. Его отвезли в больницу. Комиссариат внутренних дел недалеко отсюда. Он в один миг положил его на обе лопатки. Если со мной что-нибудь случится, дайте, пожалуйста, знать моему отцу. Я выражаю это в круглых цифрах. Это слово неправильно написано. Этот сапожник вам починит башмаки очень быстро. У него южный акцент. Невежда. Полно прыгать, стой смирно. Обратить внимание на. Тут для вас пакет пришел. Он был в здравом уме и твердой памяти. Старший мастер. Холодная завивка. Намочить. Негде. Наконец он пришел.
Я всегда находил, что стрельба в цель занятие полезное. Есть у вас колода карт? Мой сынишка еще не ходит, но ползает очень энергично. Я послал ему 2 закрытых письма и несколько открыток. После дождика тротуары были мокры. Вчера ночью у нас был пожар. Машинистка. Мы обыскали дом сверху донизу, но кольца так и не нашли. В котором часу подать вам завтрак? У меня сильное расстройство желудка. Отличие. Ну, и сел же он в калошу со своей критикой. Близнец. Они сушат табак в этом здании. Я попытаюсь достать билеты на сегодняшний спектакль. Взвод, кругом. Зашнуруйте свои башмаки. Потонуть. Врач зашил рану. Замечательный. Делайте, как хотите, но только хорошо. Сколько это стоит? Забастовать. Мы уже предприняли кое-какие шаги. Спасибо, больше не хочу. Зернохранилище. Лучше прострочите это на машине. Я потерял портсигар. Четный. Я сделал этот перевод, по мере возможности, точно. Ни за что, ни про что. Картофельную шелуху бросайте в это ведро. Дезорганизация. Заграничный. С тех пор, как он сломал себе ногу, ему нужен был постоянный уход. Позволять себе. Это наша главная статья дохода. Прикладывать. Комиссия. Я принес с базара 2 пучка редиски и пучок зеленого луку. В наших отношениях произошел поворот к лучшему. Покраснеть. У меня руки грязные, где можно помыться. Телега. Вы обнаруживаете полную политическую неграмотность. Часовщик. Вы умеете обращаться со счетной машиной. Оповестите всех о собрании. К делу. Он добился этого обманом. На следующий день мы с ним встретились в музее. Он умеет пить. Он ненавидит чеснок. Как она хороша в этой роли. Пожалуйста, говорите, но будьте коротки. Опрокинуть. Красный галстук не подходит к вашей шляпе. Ваши часы спешат, их надо перевести назад. Пойти навстречу. Я иду купиться. Мы посадили вокруг площади живую изгородь, где я могу немедленно получить медицинскую помощь. После того, как мне вырвали зуб, десна в этом месте очень чувствительна. Он когда-то принадлежал к левому крылу партии. Видать. Приказание было немедленно исполнено. Он поймал мяч на лету. Он серьезно занимался восточными языками. Не отрезайте мне больше 3 метров этой материи. Дети должны быть в сопровождении взрослых. С ним не стоит договариваться, он все равно забудет. Бывают моменты, когда я люблю оставаться один. Так и надо. Он очень высокого мнения о себе. Для этой поездки возьмите сильную машину. Итак, нам надо распрощаться. Бесплатный. Выпасть. В конечном счете. Я учился за границей. Мой брат ведет самостоятельное предприятие. Пока мы добежали до дому, мы промокли насквозь. Этот человек определенно не в своем уме. Ну уж этого никоим образом допустить нельзя. Идите прямо вперед. В одно прекрасное утро они к нам явились. Пожалуйста, перемените мое постельное белье. Он вернулся в ужасном состоянии. На берегу. Она с честью вышла из этого положения. Мне нужна пудра и губная помада. Он всю свою месячную зарплату в карты спустил.
Если это возможно, я хотел бы туда полететь. Доктор посадил меня на строгую диету. Безотлагательно. Его деловое предприятие кончилось, Павлем. Известный. Я не люблю прибегать к протекции. Только что. Часть речи. Мы 3 раза посылали лошадей на станцию вас встречать. Он читает курс экономической географии. Не ждите, пока мы придем. Иногда. Эта нечаянная встреча многое изменила. Я вас сегодня приглашаю в кино. Вы согласны? Почтовый штемпель. Неужели его нельзя пристыдить и заставить дать пожертвование в пользу Красного Креста? Это 1-й том серии книг о современной философии. У меня и без него хлопот по горло. Промышленность. Мне пришлось долго стоять голым, дожидаясь, пока доктор меня осмотрит. Затем вам надо будет сходить на почту. Мне нужны пробки к этим башмакам. Кто пустил этот слух? Идите сюда немедленно. Иметь. Насекомое. Она знает массу детских песенок. Полоскать. В этот момент подъехало такси. Он готов поделиться последней копейкой. Мы с нетерпением ждем отпуска. Шум. Я считаю этот спор совершенно бесцельным. Лучше не спрашивайте. Когда вы научитесь приходить во время? В этой местности высокая урожайность пшеницы. Просторный. Тут, несомненно, какая-то ошибка. В городе много прекрасных парков. Исполком. Закусите с нами, чем богаты, тем и рады. Это тракторы новой системы. У меня в комнате стены слишком тонкие. Сколько ни думай, лучшего не придумаешь. Я дала ему понять, что больше не хочу его видеть. Не стоит об этом так много толковать. Я не верю в заговоры и чары. Давайте я вам помогу. Пошлите, пожалуйста, за врачом. Поневоле. После лекции будет дискуссия. Я теперь занят. Он сфотографировал эти здания для выставки. Я хочу идти домой. Я тоже. Молочные продукты можно покупать на колхозном базаре. Его избрание было бы торжеством реакции. Войдите, только тихонько, на цыпочках. Ожидать. Доля промышленных изделий в общей продукции страны сильно увеличилась. Прачка полощет белье. Задание. Мой родной язык, английский. Вы проспали свою остановку. Изобретать. Не нужно называть его имени. Существенный. Он не умеет держать язык за зубами. Покажите язык. У меня от голода под ложечкой сосет. Любимый. Что у нас сегодня на завтрак? Лоб. Мне надоело слушать, как вы хвастаете своими связями. Туда были посланы 3 пехотные дивизии. Потихоньку. Голубой. Видеть. Он получил в наследство большой участок земли. Копыта. Это вызвало много недоразумений. Как он может содержать такую большую семью на свою зарплату? Осторожно, в этом ящике порох. Какой груз везет этот пароход? На радостях. Этот лимонад недостаточно холодный, добавьте, пожалуйста, кусочек льда. Он собирает материал для книги. Вы непременно должны прочесть этот рассказ. Мы назвали собаку Фида. Что с вазы упало, то пропало. Пожалуйста, откройте отдушину в печке. Я поговорю с властями. В этом месяце у нас большой счет за коммунальные услуги. Тут не хватает одной пары носков.
Привлечь. Он разбился на смерть. Где тут сдаются меблированные комнаты? Сегодня во Дворце культуры лекция с туманными картинами. Он у нас тут едва ли не лучший переводчик. Род занятий. Освещение. Общесоюзный. Вы должны сами решить. Купите мне почтовых марок. В кассе не хватило разменных денег. Он любит валить с больной головы на здоровую. Теща. Положение такое, что ваш приезд был бы очень желателен. Чем могу вам быть полезным? Не выпить ли нам чаю? Упускать. Он жил в городе, где продажа спиртных напитков не была запрещена. Он спасся, выбросившись с парашютом. Вход в театр, четвертак. Машина промчалась через дорогу. Суд признал его виновным по 3 пунктам. Есть у вас что-нибудь для легкого чтения? Мы слышали о вас много хорошего. Так нет. Разрыв сердца. Барометр поднимается. Я с ним кровно связан. Он не умеет заботиться о себе. Где назначен сборный пункт? Вы здесь дежурный. Все поезда на этой станции согласованы с автобусами. Почта. Поживем, увидим. Мы беспокоимся о вашем здоровье. Краски на картине потемнели от времени. Первый акт уже начался. Сочувствие. Пополудни. Она отрезала тонкий ломтик ветчины. Содрать С. Помесячно. Деталь. Я его вижу перед собой, как живого. Я, право, не понимаю, чем тут восхищаться. Раздевайтесь и ложитесь спать. Бросить. А что мне потом делать? Фейерверк. Во время войны он прямо лопатой загребал деньги. Это лучшее, что можно в таких условиях сделать. Не смейтесь. Это очень серьезно. Извините, пожалуйста. Мальчик, любимец отца. Сделайте мне одолжение. Я надеюсь, что вы повеселились на этой вечеринке. Вы можете указать мне хорошего врача? Осторожнее, вы попадете манжетой в подливку. Они усиленно охраняли этот мост. Ему не удалось избежать последствий. Отлейте излишек. Из-за чего? Лейтенант. Телефонная книжка. В утренние часы лучше всего работается. Не срезайте сами этой мозоли, пойдите лучше к доктору. Отломать? Солдат получил орден за свой подвиг. Лед, льна. У вас в отделе нездоровая атмосфера. Это меня ни капельки не трогает. Догадаться. У вас руки, как лед. Мы покупаем продукты в лавке за углом. Посмотрите этажом ниже. Ракетка. Сколько у вас акций этой фирмы? Здесь не бывает ни слишком жарко, ни слишком холодно. Цвет. Изящная литература. Балет – моя слабость. Его книги доступны широким массам. Что ты, как попугай, повторяешь одно и то же? Я не соглашусь ни за какие ковришки. Он никак не может попасть им в тон. Жидкость. Туман сгущается. Аптечка. Командировочные не включатся в зарплату. Вы потеряете очередь, если уйдете надолго. Театральные объявления у нас помещаются на последней странице. Во время каникул я 2 раза ездил в Москву. Самое большее. Знаете что, пойдемте-ка домой. Перевозка. Это довольно опасное предприятие. Лодку подняло на самый гребень волны.
Иметь в виду. Испортить. Есть у вас соленая свинина? Сегодня после обеда состоятся гонки на серебряный кубок. Перец. Не беспокойтесь, он уж знает, что делает. Телефонистка. Вы там будете? Ну, что за вопрос? Конечно. Войска обошли город. Я не вижу связи между этими двумя фактами. Я нашел эти часы на улице. Смотрите. Немка. Тяжело. Ну, знаете, так было при старом режиме. Головка салата — 50 копеек. Изделие. Наоборот. Ваше слово — закон. Просто досада берет. Я бы это сделал точно так же. Курица. Нелегко было преодолевать все эти препятствия. Самолет пролетел над деревней. Я встал на рассвете. Дать. Каменный уголь. 1 января правительство выпускает новый заем. Сберегать горючее – обязанность тракториста. У меня глаза устают от электрического света. Кусок. Поезд запаздывает. В нашем городе водопровод был проложен только год тому назад. Править. Блинчик. Нагло. Дайте ей понюхать нашатырного спирта. Автор. Такая работа недостойна стахановца. Он все кричит, нет того, чтобы объяснить толком. Он гораздо выше ростом, чем его отец. Знать. Мы устраиваем поездку за город. У вас много земли оставлено под паром? Я точно не знаю, спросите кого-нибудь другого. Он наткнулся на стул в темноте. У меня дурная привычка курить в постели. Американский футбол. Предостерегать. Падеж. Пожить. Они создали единый фронт. Я употребил всю материю без остатка. Его приходится каждое утро обливать холодной водой, иначе он не встает. Молоть — местный комитет. Она заразилась карью от своей сестры. Он не умеет ограничивать себя в расходах. Вам придется вынуть все вещи из сундуки. Садитесь, пожалуйста. Почему вы не хотите признать, что вы не правы? Нет дыма без огня. Развить. Я не люблю сидеть слишком близко от экрана. Простите, что заставляю вас ждать. Для меня нет писем. Подтрунивать. Всадник. Делайте, как хотите. Вопрос обсуждался в коллегии наркомюста, народный комиссар. Эта шляпа чуть-чуть дороже, чем я думал. Придется пригласить врача. Вы меня, очевидно, не поняли. Он целый день лодыря гоняет. Измученный. Не накладывайте мне так много. Темнис. Я нашел то, что искал. Просто-напросто. Наточите мне эту бритву. Я чиню карандаши бритвенным лезвием. Закройте ставни, уже ночь на дворе. Передайте мне, пожалуйста, кнут. Артист. У нас нет большинства, чтобы провести этот законопроект. Я, право, сказал это без всякой задней мысли. Я много лет проработал на этом заводе. Да и то. По-русски. Обратный билет. По его мнению, вы поступаете неправильно. Нетерпение. Когда вы сможете меня повидать? Ее я знаю, но с остальными членами семьи я не знаком. Не закрывайте крышкой. У меня глаза сами собой закрываются. По городу ходят разные слухи. Вам нравится моя новая соломенная шляпа?
Он ушел 1,5 часа тому назад. Торчать. Вы умеете читать с листа? Я уже 2-й день просыпаю и опаздываю на работу. Это легко ломается. Мы забрались в гущу леса. Наш завод с честью выполнил свое обязательство. Сестра сейчас перевяжет вам рану. Сопротивление. Наше жилищное товарищество владеет 20 домами. Лифт. У меня оторвалась пуговица от пальто. Мои часы спешат. Чью сторону вы приняли в споре? Мои башмаки нуждаются в новых подметках. Катить. Копейка. Отвезти. Она живет у брата. Танк. Постарайтесь мужественно относиться к этим неприятностям. Кино. Дайте мне порцию сосисок с кислой капустой. Вы слышали все отзывы об этой книге? Вы можете разменять мне 5-рублевую бумажку? Тут каждое утро поливают улицу. Вы слышали, как он поет наш национальный гимн? Поставьте лучше стол слева, а кровать справа. Она умела сохранять наружное спокойствие. Треск. Почему бы вам не взять этот автомобиль на пробу? Бухта. Держать экзамен. С вас следует 5 рублей. Будь что будет. Леса. Почему такое волнение? Светло. Они. Что касается деталей поездки, то об этом позаботится руководитель. Коммунистический интернационал. Чего ей беспокоиться? Живет она на всем готовом. Не входите, не постучившись. Хоть бы чаю дали, что ли. Может быть, он и виноват, но не мне его судить. Металлический. Расход. Сдержанный. У больного выступила темно-красная сыпь. Домохозяйка, доменная печь. Он мне проходу не дает, просят взять его с собою. Черт! Я поставил кляксу на свою подпись. Господин. Не правда ли, она похожа на англичанку? Данный. Всякий честный человек сделал бы то же. Яичная скорлупа. Он очень доволен своей квартирой. Перевязочный пункт. Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет. Один из братьев человек практичный, а другой витает в облаках. Это для вас. Все хорошо, что хорошо кончается. Он окинул комнату беглым взглядом. Я и не думал этого говорить. Его приказание имеет силу закона. Напрасно вы дали ребенку свисток. Сполна. Она купила шляпу, а заодно и новое платье. Еще недавно тут никто не жил. На него тут всех собак вешают. Он завтра читает доклад на съезде историков. Я люблю плавать в море. Ваше дело хозяйское, вам решать. Я сначала закончу свою работу. Узнать. Участвовать. Перестанут они когда-нибудь шуметь. Здесь уже много лет добывается железо. Как уехал, так от него ни слуху, ни духу. Я истощил с ним все свое терпение. Я уезжаю, приготовьте мой счет. Ребята быстро сбежали с холма. Сомневаюсь, чтобы вам это удалось. Это было очень несправедливое решение. Я побил его же оружием. Правительство. Чего только они не вытерпели в плену. Я еще не имел возможности там побывать. Вишневый. Это слово областное. Перестаньте вертеться под ногами. Издать. Обе. Насчет. Как вы думаете, похож он на свою мать? Бес.
Ваш приятель большой оригинал. Дайте мне, пожалуйста, чашку кофе. С его точки зрения это правильно. Вы вполне отдаете себе отчет в том, что вы делаете. Как есть ничего не понимаю во всей этой истории. Встать. Вы, вероятно, уже видели это. Нечего деньги на ветер выкидывать. Позвонить. Не все то золото, что блестит. Отвращение. Давайте пока бросим этот спор. Сойдите вниз. Милиционер сказал, что никто не должен уходить отсюда. Этот холм нужно снести. Дайте мне что-нибудь против клопов. Мы зимой не пьем воды со льдом, а вам дать? Приходить в голову. Я этого парня насквозь вижу. Машина подняла облако пыли. Кто предложил эту резолюцию? Эти сведения еще не подлежат огласке. Сбиться со счета. Скучно мне, сам не знаю от чего. Его никак нельзя назвать лодырем. Я купила этот участок земли по очень дешевой цене. Видите пепел, кто-то жег бумагу в печке. Вычитание. Увидать. У этой машины паровой двигатель. Еженедельный отчет выходит по средам. Закройте дверь на крючок. Перестаньте зевать и потягиваться. Брюки и жилет хороши, но пиджак слишком мал. Он – участник мексиканской кампании 1916 года. Родить. Резко. Он уехал в деревню, а я нет. Я жду телеграммы из Америки. Она подобрала подходящих людей для этой работы. Как это его на все хватает. Эти сапоги непромокаемые. Из-за длительного простоя машины нам не удалось выполнять месячный план. Приветливый. Это выгодная покупка. У них тут сеансы кино через день. Ее напускная веселость меня не обманывает. Она не слушает, видно, ее мысли улетели далеко отсюда. Он не ждал такого успеха. Никто не звонил, это вам только показалось. 400. Прежде всего расскажите мне о его здоровье. Хотите чашку горячего шоколаду? Я это делаю для удовольствия. Я думаю, что вы оба поместитесь в этой комнате. Естественный. У него болит горло. Чайная ложечка. Стебель. Истратить 100 рублей, для нас не шутка. Вы долго служили в армии. Ваш приятель тоже из Нью-Йорка. Разбогатеть сразу. Почки уже начали распускаться. Вот, попробуйте моей гречневой каши. Он подарил ей кольцо. Полный пансион. Злится. Стол здесь как раз хорошо помещается. Я вам, кажется, описывал мою встречу с ним. Столбец. Людка отчалила от берега. По-разному. Они до смерти перепугали бедного ребенка. Неправильно понять. Что-нибудь случилось? Заслуженный деятель искусства. Можно у вас достать частый гребень. Давайте продолжить собрание. Я закончу работу, пока вы отдыхаете. Я как раз нанял новую домработницу. Ну, 5 рублей за это за глаза довольно. Полицейский был принужден пустить в ход дубинку. Смените гнев на милость. Каково у вас положение с сырьем? Кроме того, тут еще сундук, его нужно снести вниз. Поставьте ящик дном вниз, а не на бок. Мне кажется, что вы несколько преувеличиваете. Взяться ревностно. Я отстегну крючок. Она сегодня держится очень холодно. Руда. Сдвинуться.
Рентгеновский снимок обнаружил у него в легких постороннее тело. Вы бы лучше делали так, как вам сказано. Возить. Пьеса имела большой успех с самого начала. Крошечный. Они дрались до последней капли крови. Вы чересчур много работаете. Не вмешивайтесь не в свое дело. Правительство решило чеканить в этом году больше разменной монеты. Обойти. Не прислоняйтесь к стене, краска еще не высохла. Она очень хорошо собой. Следующий фильм идет непосредственно за хроникой. План плотины уже начинает у них оформляться. Невооруженным глазом этого не увидишь. Ученики проявляли подобающее уважение к своему учителю. Покрыть лаком. Спасательный. Вы продаете будильники. Кавказ. Вы не имеете права этого делать. Час. Можно пройти в зал без билета. Кислый. Вас там какой-то американец спрашивает. Европейцам трудно привыкнуть к этому климату. Он уже совсем взрослый и сознательный человек. Мне кажется, что ему там не дадут ходу. Есть у вас что-нибудь получше? Это мой галстук. Привычка, вторая натура. Он с наслаждением растянулся на койке. Новый приказ вступает в силу на будущей неделе. Мне было как-то жалко его. Телефонное сообщение с городом прервано. Слушать. Какое поразительное сходство. Утолять. Это новое расписание совпадает со старым. Товарищи, соблюдайте очередь. У нас материю мерят на метры. Служить. Вчера в газете была рецензия на эту пьесу. У вас хватит сил плыть так далеко? Втащите сундук сюда. Они сообщили об его поступке в милицию. И без того дела уже достаточно плохи. Что за ужасный запах? Соседка опять лук жарит. У нас ручная телефонная станция. В нашем саду много груш и несколько яблонь. Сквозь. Кто? Воры основательно очистили квартиру. Невинный. Земляк. Это вне вашей компетенции. Солнечный свет. Кто ведет сегодня протокол? До свидания. Как и следовало ожидать, гостиницы были переполнены. Рад не рад, а надо идти. Что ты ползешь, как улитка? Ему поручено было наладить охрану урожая. Вот 2 комплекта белья вашего размера. Дальнозоркий. Где можно опустить в ящик это письмо? Тут не над чем смеяться. Я все изложил в своем докладе. Если поставить заплату на локоть, куртку еще можно будет носить. Можно здесь обогнуть торговую часть города? Я снял свое предложение. Говорят. Это мне и в голову не приходило. Братец ваш сегодня оглядит именинником. Я правым глазом не вижу. Нетерпимость. В дверях. Прежде всего, он не знает языки. Бабушка слишком балует мальчика. Связать. Она не могла скрыть своей тревоги. Вы доставляете покупки на дом. Во что бы то ни стало. Работать над. Вот как. Значит, вы равно ничего не сделали. Насколько я знаю, они еще не приняли решение. Прийти. Он обернулся и сделал нам знак идти за ним. А вы зря закидываете и удочку, все равно ничего не выйдет. Комната на 2. Футбольная команда нашего вуза завоевала первенство СССР. Этот фильм прямо умора. Вы его спросили, как его имя?
Если вы дорожите своим добрым именем, не делайте этого. Исключать. Буфетчик поставил на стойку водку и селедку. Не прибавляйте к бетону слишком много песку. Им недоставало самого необходимого. Он был ужасной обузой для своей семьи. Сегодня дует сильный западный ветер. Вызвали уже скорую помощь. Он перешел на 3-й курс. Все мои деловые бумаги в этом ящике. Попробуем съехать с этого холма на свободном ходу. Что это там, жаворонок? Я делаю все, что могу. Ночью. В этом письменном столе есть секретный ящик. Подстригите мне, пожалуйста, волосы. Она заявила, что не желает со мной разговаривать. Мой собака теперь линяет. Дорогу совершенно занесло снегом. Пульс. Он очень смешно описал вчерашнюю сценку. Я хочу заявить о пропаже драгоценностей. Оправить. Вата. Он кончил всю эту работу, а вид у него такой бодрый, как будто он только начинает. Когда вы кончите чистить ботинки, дайте мне, пожалуйста, вашу ваксу. Он ко всем одинаково относится. Вы в форме для футбольного состязания. Она с первого взгляда была от него без ума. Проведите тут прямую линию. Удивлять. Одну минутку. Я сейчас буду свободен. Вот вам мыло, полотенце и мочалка. Стрельба. Я отроду ничего подобного не видал. Обмануть. Крепкий напиток. Поспорить. Где границы города? Она работает мастерицей в шляпной мастерской. Когда-нибудь все это должно кончиться. Он был в разгаре упаковки. Ты опять подрался с соседским мальчиком. Этот рудник дает больше руды, чем все другие в этом штате. Накрениться. А он вел бухгалтерию в нашем предприятии. Его физиономия расплылись в улыбку. Предлог. Доктора признали его положение безнадежным. Убегать. Это близорукая политика. Почему вы зажгли все лампы? Я долго жил на Дальнем Востоке. Они пригласили нас к себе на субботу и воскресенье. У него масса книг. Вам нужна фотографическая карточка для удостоверения личности. О дне его приезда вас уведомят своевременно. Я застраховал свою библиотеку. Героиня очень неловко ушла со сцены. С виду он простоват и даже глуповат. Мы соревнуемся с соседним колхозом. С этой улицы через сквозной двор вы можете пройти прямо к нашему дому. Не двинуться с места. Держать нос по ветру. Еще рано садиться в поезд. Направо. Поставьте свой чемодан сюда. У вас остается еще час времени. Я тут живу, как угловой жилец. У меня на обшлагах пальто весь ворс вытерся. Разрежьте трубу на равные части. Погреб. Не хочется вставать, а надо. Прощать. Он получил разрешение, но это был исключительный случай. Что же вы молчите? Сообщите нам заблаговременно о вашем приезде. Оставьте детскую коляску в подъезде. Сбейте сливки для сладкого. Что с вами? Ничего, все в порядке. Фамилия. Он дурак, если верят этим россказням. Бить, в ЗАГСе. Я вижу, вы переменили свою позицию в этом вопросе. Штепсель испортился, вилка не влезает. Это лучшая гостиница в городе. Посылка. В настоящее время не стоит об этом говорить. Поллагеря ушло на прогулку. Он дал слово,
что он окончит работу. Мировое хозяйство. Вывоз. По совести сказать, я в этом деле мало понимаю. Он всегда сваливает трудную работу на товарищей. Равнодушие. Который час? Я могу вам оставить в залог часы. Тут. Насколько ваша комната лучше моей? Не люблю стульев с такими высокими спинками. Ветер как будто начинает дуть в другом направлении. Кто здесь распоряжается? Мы, пионеры 5-го звена, ничего не боимся. Я вернусь в 5 часов самое раннее. Засуньте это за диван. Огромный. Я не знаю, в чем тут загвоздка. Сойдите вниз. В его присутствии вы ни в коем случае не должны касаться этого вопроса. Хорошо. Я всю ночь проспал, как сурок. Какого рода шляпы вы носите? Знаете что, пойдемте сегодня вечером в кино. Она долго держала высокое до. Вы должны оценивать его работу, учитывая все обстоятельства. Это вовсе не вытекает из того, что вы сейчас сказали. Видно, что ему нравится, ишь, как уписывает за обе щеки. У вас исключительно хороший почерк. Я у них ни разу не был. Она с ним уже давно гуляет. Крайне. Он даром, что профессор, а своих детей не умел воспитать. Он еще молодой человек. Это не разрешает вопроса. Когда будете уходить, заприте дверь на ключ. Когда вы родились. По утрам он наспех выпивает стакан молока и убегает в школу. Сегодня море спокойное, можно покатиться на лодке. Он человек железной воли. Положиться. В государственной нотариальной конторе вам заверят копию вашего свидетельства. Выработка. Общее место. Мы набились в машину до отказа. Я забыл закрыть газ. Уступка. Дневной. Какое горькое лекарство. Остроумный. Он по несколько дней, подряд, совершенно не курит. Вы действительно ничего не имеете против? Он требует уплаты долга. Он черт знает, что болтает, а вы ему верите. Сейф. У этого человека стойкий характер. Когда грязь высохнет, она легко чистится с ботинок. Я вам это объясню на примере. Пожалуйста, почистите мне пальто. Мне нужен новый камень для зажигалки. Великий. В этих краях лучше спать под пологом, здесь много комаров. Еще, пожалуй, рано решать. Никелированный. Неправильный. Он пробовал стрелять уток на лету. Я ему не верю, он и нашим, и вашим. Выйди на лестницу, посмотри, кто там стучит. Ушанка. Губить. Навещать. Есть у вас шпильки-невидимки? Он выучил эти стихи наизусть. Они воровали народные деньги. Он у нас превосходно поставил работу. У него хриплый голос от простуды. Я умираю с голоду. Что вы ходите, как в воду опущенный? Поддержите компанию, поедем с нами. Почему у него такие впалые щеки? Оценить. При налете один из бандитов был ранен. Поезд приходит с опозданием. Это сырье приходится ввозить. Он в семье самый младший. Это самый прямой путь в город. Где тут происходят бега? Окорок. Мне есть хочется. Правописание. Сказано, сделано. Подряд. Меблированная комната. Несмотря на все, он сохранил свою веру в людей.
Она остановилась на минуту перед тем, как продолжать рассказ. Чуть-чуть не считается. Есть у вас утренняя газета? Из всех ликеров я больше всего люблю вишневку. Мы чистили вишни для пирога. Мне еще никогда не было так жарко. Как же? Она дала мне понять, что я ей нравлюсь. Лестница стоит в углу. Не пишите карандашом, возьмите чернила. Барометр быстро падает. Какие вам предписаны гимнастические упражнения? Пожалуйста, напишите свое имя печатными буквами. Постарайтесь прозондировать его насчет этого. Говорят, что он трудный человек, но я думаю, что я с ним справлюсь. Это здание было признано негодным для жилья. Вата. Огород. Учителю трудно справиться с этим упрямым мальчишкой. Нервничать. Хотите поехать в моей машине? Вы еще очень пожалеете. Подать в суд. Он придет к вам завтра вставлять в стекла. Это серьезная болезнь. На первый взгляд, эта мысль кажется абсурдной. Кое-что правильно в том, что вы говорите. Об этом уже писали 1000 раз. Кто этот юноша? Рассеянный. Производства бумаги у нас все еще недостаточно. Он приводил всевозможные оправдания. Помилуйте, это ведь старая история. Я не придаю большой цены его словам. Я все обыскал, чтобы найти пропавший браслет. Выть. Гнать. Городской комитет коммунистической партии. У нее крепкий организм. Я ему на днях напишу. Пошлите мне, пожалуйста, носильщика. Перед началом своей речи он отпустил несколько шуток. Выбросьте эту мысль из головы. Книга выходит в исправленном и дополненном издании. Ну, загадаем орел или решка. Я полумертвый от усталости. Теперь страсти улеглись и можно поговорить по-деловому. Он был у нас 3-го дня. Идите по тротуару, а не по мостовой. Где здесь можно взять машинку на прокат? Срочная телеграмма. Я хотел бы купить еще 3 рубашки. Стрелочник у разъезда махал красным флагом. Мука. Доктор запретил мне курить. Пьеса была поставлена группой молодых актеров. У меня такое чувство, что что-то важное должно случиться. Искренне. Пока вы колебались, все билеты были распроданы. Он купил на зиму бараний тулуп. С ним трудно иметь дело. Современный. У вас часы идут по местному времени? Наконец мы достигли берега. Или. Мы изо всех сил старались вытащить машину. Опустите письмо в ящик. В любой момент. Событие. Он крепко держал веревку. Я хочу обменять свой автомобиль на новый. Это мой самый блестящий ученик. Твоего мне не нужно, я хочу только свое получить. Милиция удерживает толпу. Похудеть. Служить. Около. Ее шитье никуда не годится. Я потерял равновесие и упал с лестницы. Большинство деревьев были срублены на дрова. Вымойте ванну, прежде чем пустить воду. Наше воспитание начинает приносить плоды. Неряха. Домна будет пущена через 2 недели. Клуб проводит кампанию по сбору денег. У многих из нас были губные гармоники. Пожалуйста, имейте меня в виду, если вам понадобится переводчик. Ругань. Он уж сочинит какую-нибудь историю. Будьте осторожны, не подожгите занавесок. В этой области я ничего не понимаю.
Нам прийти вечером к 8 или позже. У него искривление позвоночного столба. Ерунда. Она побледнела, когда услышала это известие. В копеечку. Пожалуйста, спойте мне эту песню еще раз. Пирог вышел на удивление. Меня очень беспокоит то, что вы мне вчера рассказали. Работа исполнена не блестяще, но вполне удовлетворительно. А вы бы отнеслись к этому юмористически. Она воспитывает детей своего покойного брата. Я в беде, и мне нужен ваш совет. Этот поезд ходит и по будням, и по воскресеньям. Что вы хотите этим сказать? Разбежаться. Специально. Я работаю в публичной библиотеке. Какой годовой оборот этого синдиката? Топка. Оба. Солнечное затмение. Воде закипит через несколько минут. Он бьет наверняка. Мы работаем днем. Поищите это среди бумаг, которые валяются у меня на столе. Это было правильное предположение. Ему везло почти во всех его начинаниях. Теория. Записка. В машине ослабла какая-то шпилька. Вы хотите починить дверцу вашей машины сейчас или когда вернетесь? Вы хорошего мнения о его работе? Часто. Экономия. Мы сели в парке на скамейку. К чему вы гнете? Возьмем такси. Должно быть. Я не отвечаю за ваши долги. Меня возмущает его неискренность. Это лекарство помогает при легких недомоганиях. Осторожно, не порвите платье, тут гвоздь. Стареть. Он глуп, да еще вдобавок болтлив. Я хочу подняться еще выше, на эту гору. Вы можете немного растянуть мои башмаки? Приходите попозже, когда вечеринка будет в полном разгаре. Пожалуйста, забинтуйте мне руку. Мы подвергнем это дело рассмотрению. Виноват, я вас нечаянно толкнул. У этого дома бетонный фундамент. Снаружи. Их теперешние взгляды резко отличаются от прежних. Не тормозите машину. Этот материал совершенно испорчен. Мы уже уложили меха на зиму. Пошлите это спешной почтой. Собрание постановило послать экспонаты на сельскохозяйственную выставку. Сегодня вечером к нам приходят друзья. Он нежно обнял мать. Сгореть. Он любовался прекрасным видом. Неслыханный. Гражданку, товарищ. Не бойтесь, если на вас нападут, он будет вас защищать. Он несколько раз переизбирался в Конгресс. В распутицу туда не доберешься. Я не умею править машиной. Мы проделали весь путь в 3 часа. Разгружать. А кому вы поручите заботу о доме в вашем отсутствии? Замолчать. Статья уже сдана в набор. Потому что мне нужна очень крепкая веревка. Почему вы сделали такое резкое замечание? Спасибо, с удовольствием. Холод. Эта река уже 2 раза меняла русло. Он занял 1-е место на соревновании в плавании. Вначале он с нами не соглашался, но теперь он стал на нашу точку зрения. Они расходятся в вопросе воспитания детей. Нагнать. Мало кто из детей так хорошо рисует, как он. Поскольку мне известно, вам пропуска не нужно. Вы можете спросить в кассе. Мы разложили костер на берегу. Пропустите эту главу, она скучновата. Откуда вы сейчас? Последнее время мы работали спустя рукава. Положение такое, что хоть в петлю лезь.
Доктор сказал, что больной будет жить. Постарайтесь не ударить со стол. Впредь, отныне и впредь. Эти страны заключили оборонительный союз. Тарелка. Карта. Сколько? Ваше пальто слишком легкое для наших холодов. Мы загородили кровать. Как он быстро вытянулся за последний год. Пожалуйста, закройте дверь. Здесь устроена опытная станция. Этот лифт только для груза. Вы слышали стук? Этот ключ не подходит. Этой девочке не больше 12 лет. Вскочить. Довоенные цены не могли удержаться. Зрелый. Кивать. Задыхаться. Пожалуйста, приготовьте наш счет. Маленький. Что за пирог? У меня просто слюнки текут. Строитель. Он сейчас запряжет лошадь в санки и покатает нас. Вооруженные силы. Если вы не будете заниматься физкультурой, у вас ослабеют мускулы. Частка. Диалектика. Ниже. Заранее. Шуба у вас на рыбьем меху, того и гляди простудитесь. Она локтями проталкивалась сквозь толпу. Это была роковая ошибка. Редко можно встретить такую цельную натуру. Кто обвинитель по этому делу? Прошлой зимой она неудачно упала и сломала ногу. Исполнительный комитет, исполком. Обменять. Уходите прочь отсюда. Дети испугались зверей в зоологическом саду. Я не знаю, о чем идет речь. Я задыхался от бессильной злобы. Уйти на покой. Мы слушали его, затаив дыхание. Важные документы у нас хранятся в несгораемом шкафу. Он лживый человек. Двинуться. Прикладной. Он к нам и носа не показывает. Не повторяйте этого, над вами будут смеяться. Оркестр играл марш. Пожалуйста, пошлите мое грязное белье в прачечную. Развернуть. В спорах он всегда становится на сторону своего брата. Где истоки этой реки? Кладбище. Гуманизм. В этом нет крайней необходимости. Она сердится на вас за ваше вчерашнее поведение. Они перерезали телефонные провода. Потушите лампу прежде, чем уйти. Температура очень быстро падала. Вы были когда-нибудь у Черного моря? Оживлять. Пожалуйста, говорите медленно. Стремиться. Это необыкновенно смышленый мальчик. Парусиновые брюки. Я играл все лето в теннис и приобрел большую сноровку. Поредеть. Бесполосный. У нее был сердитый вид, когда она это сказала. Неужели это правда? Похоже на анекдот. Вашу бритву пора направить. Он — начальник. Мне не нравится вся постановка дела здесь. У меня есть основания думать, что мы его никогда больше не увидим. Какой ваш родной язык? Какие задачи вы ставите себе на ближайшее время? Предупредите меня о вашем приезде в Москву. Что вы замечтались? Проснитесь. Нас засыпают приглашениями. Качать его. У нас на будущий год широкие планы. Сколько вам лет? Замочная скважина. Какой у вас хороший табак. Я хотел бы побывать в портовых кабачках. После обращения в письме мы ставим восклицательный знак. Вентилятор. Я вчера здорово устал. Ночная рубашка. Таможня. Здесь есть специальные дороги для велосипедистов. Мель. Порт.
Да что вы, с ума сошли! Я не достаю до верхней полки, дайте табуретку. Он подчеркнул все положительное, что можно было сказать об этой книге. Я повсюду искал эту книгу, но не могу ее найти. Держитесь за перила. На улице люди стояли шпалерами в ожидании парада. Здравствуйте. Верхнее платье. Высказаться. Его туда и на порог не пустят. Моя судьба висела на волоске. Издать. Щадить. Не понимаю, какая тут разница. Он имеет зуб против меня. Они преследовали неприятеля до самой реки. На этом заводе очищают нефть. Мука. Выгладить. Пересечь. Это был ложный шаг. На берегу реки. Я не такой дурак, чтобы брать на себя эту работу. Он на фронте. Если вы это сделаете, на вас все будут пальцем показывать. Помешайте ложкой, сахар на дне. Я бросаю работу. Ну что вы выдумали? Есть в этом какой-нибудь смысл? Исключение. Вы поступили легкомысленно, чтобы не сказать больше. Я жду ответа. Я просмотрел счет, все в порядке. Я не обратил никакого внимания на его слова. Мы свернули с большой дороги. Канун. Обыкновенно мы работаем по вечерам. Он носит часы на золотой цепочке. Давайте окунем его в воду. Для этого мы употребляем газ, получаемый при сжигании угля. Я на это полномочий не имею. Подождите, пока вы полечите письмо. Конструктор. Это распоряжение было передано по радио для всеобщего сведения. Семя. Говорят, что идет новая волна жары. Он пользуется всеобщим доверием. Помаду. Отсрочить. Прошу слова. Есть еще места в креслах на завтра вечером. Все обстоит благополучно. Эти последние месяцы я был от всего оторван. Ближайший. Этот цвет вам не идет. Побрить. Мой часы на 17 камнях. Мы стараемся набрать хорошие рабочие кадры для нашего завода. Случайно. Как вас по имени-отчеству? У меня не было ни сил, ни решимости спорить с ним. Кто главный герой этого романа? Большинство моих товарищей так думает. Можете одолжить мне перочинный ножик? Его не переизбрали. Смазывайте лицо этим кремом. Он говорит таким живым языком. Видно, что он не по книгам учился. Это оно и есть. Вы тоже можете прийти. Бастовать. Он предложил мне пари, но я отказался. Подойти. Ломкий. Он привирает порой. Так ему и надо. Добывать. У меня очень чуткий сон. Вызвать. Ему можно давить только легкую пищу. Его мало кто знал. Снимать. Он в состоянии зарабатывать на семью. Это случилось на следующий день. Перед отъездом мы распродали всю мебель. Вам не повезло. Скорей. Случайная работа. Я его встретил случайно. Соскоблить чешую. Наглядный пример. Вы можете сейчас сходить за хлебом. Прием заказной корреспонденции. Я вижу его часто. Какую краску вы употребляете для шелка? Эти яблоки стоят гривенник пара. Пожар. Над. Он был доволен тем, что мы ему предложили. Толкнуть. Он наткнулся на сильное сопротивление председателя. Тут нельзя рубить с плеча.
Он опасно заболел. Серьезный. С миру по нитке, голому рубашка. Непослушный. Бросить. После обеда у нас в доме отдыха мертвый час. Мы перевалили через Уральский хребет. Неблагоразумно. Она лежит на полу без движения. Эти свиные котлеты плохо прожарены. Масло загрязнило машину. Когда вы прочтете эту книгу, вы сможете мне одолжить ее? Вы принесли с собой профсоюзную книжку? Что за нетерпение? Это художник, чью картину вы хотите купить? Пожалуйста, постарайтесь описать его наружность.